Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Роман Цветан, со мной на прямой связи, украинский военный эксперт. Роман, здравствуйте. Приветствую. Роман, о новой тактике заговорили обстрелов территории Украины, и даже есть официальное сообщение о применении кинжалов. Ситуация с обстрелами выходит из-под контроля вооруженных сил Украины? Наоборот, мы сейчас сегодня уничтожили с 55 ракет 47. Причем большинство крылатых ракет, кинжалы, скорее всего, пропустили, так как очень сложно их уничтожать без патриотов и СМТ, без определенного контроля за местами пуска, за траекториями полетов баллистической этой ракеты. Потому по кинжалам есть вопрос. А вот все остальные ракеты мы хорошо отработали. Скажите, вот этот обстрел сегодняшний, он предварялся шахедами ночью, и, соответственно, какое-то поражение украинская энергосистема получила. На ваш взгляд, вот периодичность раз в 2 недели, она такой и будет, или все-таки есть у россиян доступ к другим ракетам, потому что говорили о возможном применении «Искандеров», как версии, иранских баллистических ракет? «Искандеров» у россиян очень мало, они их практически не используют. Кинжалы вот попробовали, долго примерялись по кинжалам, вычисляли цели, пытались как-то их, я так понимаю, с помощью А-50, в основном это МиГ-31К, они летали в Беларуси, то есть очень долго примерялись, использовали кинжалы, тоже прогнозировали. С «Искандерами» вряд ли будет, иранские ракеты они пока не получают, есть определенный механизм давления на Иран, и эти механизмы пока срабатывают, потому, скорее всего, баллистических ракет мы не увидим. Будут пытаться пробить нашу систему обороны с помощью крылатых ракет, но мы уже понимаем, что у них все меньше и меньше, то есть уже до 4 десятков, чуть больше, может быть, вышел этот режим работы по этими ракетами. А вот время они могут, в зависимости от целей, от задач, они могут каждый день по одной, по 2 ракеты отстреливать. А уже, допустим, более-менее подготовить волну, вот такую, как сейчас, она примерно такая же была, несколько волн примерно такого же уровня были. Они реально около 2 недель им надо для того, чтобы подготовиться, определить порядок работы, определить расположение зенитно-ракетных комплексов ПВО Украины, то есть здесь целый такой подход, и меньше 2 недель вряд ли он будет занимать, если будет такая плотность ракет в волне. Если меньшая плотность, они могут работать с меньшим темпом. А вот реально, допустим, выходить через месяц-два, они уже будут где-то на 3 недели, даже если будут удерживать эту плотность ракет в волне. Так как все-таки количество ракет уменьшается, мы это прекрасно видим. В конце концов, они выйдут на нулевые складские запасы, будут работать с колес, так называемые. То есть ровно столько, сколько ракет произведут, столько и будут использовать. Это в основном ракеты Х-101 и калибры. То есть то, что они могут еще делать, как минимум 1 ракету в день общего количества они могут делать. Да, Роман, я вот сейчас хочу задать очень такой, понятно, объемный вопрос, но очень важный. Смотрите, нам сейчас вот просто неимоверное количество новостей идет о танках, о бронетехнике, даже говорят об истребителях, вот уже практически, да, в полный рост, там страны Балтии выступают, там двигают этот процесс, да и голландцы, жители Нидерландов тоже как бы не против поставлять истребители, то есть истребители, танки, наступательная техника, а с ПВО-то проблема не решилась? С ПВО однозначно не решилась проблема, потому что баллистические ракеты мы пропускаем, очень сложно их сбивать, и мы это видим, это и кинжал, но кинжал это аэробаллистическая ракета, но тем не менее это тот же Искандер, только авиационный, с авиационным разгоном. По баллистам очень сложно нам работать, потому я думаю, когда зайдут патриоты, то есть вопрос решился, гипотетически, теоретически решился, нам патриоты передают,
общее количество уже заявленных как минимум 3 батареи плюс 2 пусковых установки. То есть движение понятно, Патриоты будем прикрывать, но Патриоты, то количество, которое нам передают, недостаточно для прикрытия всей территории страны. Мы можем прикрыть определенные населенные пункты, допустим, аэродромы, может быть, какие-то критическую инфраструктуру, но всю страну мы Патриотом не закроем. Здесь нужны еще СМПТ, итальяно-французские. По СМПТ вопрос также решается, но пока заявлений пока еще не было реальных. Но то, что решается вопрос, это точно. Тем более СМПТ, их достаточное количество есть у и Италии, и Франции. И та страна подтвердила нам готовность передать СМПТ. Я думаю, мы в правильном направлении движемся, но пока еще вопрос не решен, конечно. По танкам, что бы вы сказали по состоянию на сейчас, насколько через несколько месяцев, ну как заявляется, опять-таки, мы не знаем, как картина на самом деле выглядит. Абрамсы и леопарды, а вот говорят, что и французов уже тоже, собственно, подбивают на передачу танков. А что вообще танк решает на поле боя? Танк – это наступательное вооружение в чистом виде. То есть его можно использовать, конечно, в режиме обороны, даже в режиме просто САУ или пушки, которая бьет прямой наводкой, если его закопать. Но реально это наступательное вооружение, которое выполняет задачу прорыва фронта на определенном участке. Причем он выполняет задачу не один, сам по себе танк. К танку обязательно, к танковой роте или танковому взводу, батальону обязательно нужна на сопровождение бронетехника. Бронетехника, которая выполняет, с одной стороны, второстепенные задачи прикрытия танков в наступлении, а с другой стороны, некоторая бронетехника, типа, допустим, той же Брэдли, выполняет еще и задачи уничтожения противника, иногда даже больше их выполняет, чем сам по себе танк как таковой. Танк на себя берет весь огонь противника, на себя вытаскивает все и вскрывает огневые точки, а уже боевые машины пехоты, плюс здесь еще важна, конечно, авиация, то есть перекрывать эту пару танк-БМП обязательно сверху, с воздуха, либо вертолетами армейскими типа «Апач» или Ми-24, либо прикрывать штурмовиками Су-25, либо теми же F-16 в режиме штурмовика, который может использоваться. Это все-таки истребитель многоцелевой, он может хорошо работать и как бомбардировщик, и как штурмовик. Потому такая триада, она выполняет задачу прорыва фронта и развития наступления, в которой уже в этот прорыв, в этот участок прорванного фронта уже устремляются мотопехотные подразделения, мехбригады, которые выполняют дальше зачистку этого участка и выход на оперативный простор и движение в зависимости от задач, которые стоят. Потому без танков задача очень сложная. Да, многие уже посмеиваются о том, что там какие-то меры против будущих леопардов, абрамсов на фронте россияне применяют или могут применить. Есть ли противоядие у россиян сейчас против вот этих 100, 200, ну пока непонятно количество, но вот примерно, да, танков, которые может получить Украина? Любое военное средство, любое средство поражения можно уничтожить. Все зависит от того, от поставленной задачи, от того режима работы этого средства. Любое, это не зависит. Танк, самолет, ракета, подводная лодка, корабль. Есть у россиян, естественно, есть определенные средства поражения, начиная от переносных противотанковых управляемых реактивных снарядов, сами по себе танки российские. Есть определенное количество, допустим, противотанковых орудий, которые работают, типа рапиры, ну и дальше, то есть в зависимости от задач. Есть определенное видение, допустим, работы арты, то есть большая артиллерия может также останавливать танки, то есть накрывая определенные площади. Авиация, ну с авиацией у них проблемы, потому что все-таки у нас ПВО очень мощное, особенно армейское, они боятся заходить в зону действия армейского ПВО украинского. Мы сбиваем в последнее время уже по 3-4 машины в день. Но это угледарское направление активизировалось, потому сейчас есть там авиация. То есть против любого
боевого средства есть свое противоядие. Потому у россиян оно тоже есть. Вопрос непопулярный, но с точки зрения военного. То есть реально ли ситуация, когда эти там группы танков разных или каких-то определенных будут искать артиллерийским огнем, выбивая территорию по площадям? Танки точно, имеется в виду российская артиллерия, да. Искать танки. Однозначно будет. Это один из приемов ведения боя, потому как минимум САУ будут гоняться за танками, будут авиация также контролировать этот процесс. То есть однозначно будут пытаться, но опять же, если танкам будет угрожать, допустим, САУ противника и артиллерия любая, даже буксируемая, то против этой артиллерии сначала начнут работать наша артиллерия в режиме контрбатарейной борьбы, наша авиация, наши средства поражения. То есть для танков, для чего и нужна авиация и комплексный подход для выполнения боевой задачи, как раз для того, чтобы танки не могли, наши танки, россияне не смогли подбить и увеличить живучесть танка за счет его прикрытия со всех сторон. Потому здесь как раз в этом и есть искусство войны, искусство боев, определенное подведение определенной ситуации под выполнение поставленных задач. В этом есть все военное мастерство наших командиров. Да, это очень интересный такой момент, потому что можно же искать танки и выбить не тот квадрат, не тот, и вот опять-таки выжженная земля, ну, собственно, становится еще более, да, вот таким популярным решением. Роман, я хотел узнать ваше мнение о ситуации, она достаточно едкая такая. Конфликт между Пригожиным и Гиркиным-Стрелковым произошел, нападают друг на друга, они в конечном итоге вышли даже на такой уровень, что Пригожин официально приглашает Гиркина-Стрелкова в ЧВК «Вагнер», а Гиркин-Стрелков говорит: хорошо, я дважды пытался поучаствовать в боевых действиях, попытаюсь и в третий раз, но у меня условие, что все было нормально оформлено. Прокомментируйте, пожалуйста, вот эту перепалку, вот этот вот скандал с его развитием между этими двумя персонажами. Ну, ни один, ни другой к армии, наверное, не имеет прямого отношения. Один занимается финансированием, это такой денежный мешок с большими возможностями. Ну, а второй рядом постоял с армейскими подразделениями и сам сотрудник, я так понимаю, спецслужб, а не армейский сотрудник, по крайней мере. Потому здесь очень сложно, это, можно сказать, два медийных персонажа, у них и перепалка медийная. Я думаю, она в основном нужна для поднятия рейтингов и одного, и другого, узнаваемости одного и другого, но практического рода, вернее, к практике, к какому-то развитию событий она вряд ли приведет. Ну, а в медийном поле и в поле, информационное поле, оно, конечно, поддерживает их сейчас в таком режиме. Это как у любого актера спроси, зачем ему скандал, так он скандал как раз и нужен, узнаваемость нужна, нужен определенный рейтинг. Потому они, я думаю, только для этого и не более для чего-то другого они в эти перепалки вступают. Медийные персонажи, вернее не так, вот эта перепалка, это в медийном поле, не более того. Ну, на молодежном языке, да, называют коллаборация, да, вот решили друг друга покритиковать, тот за большие потери, тот за участие, неучастие в войне. И, ну, можете какой-то прогноз ваш? Поедет на фронт в ЧВК «Вагнер» Гиркин? Он может попытаться потом показать, почему он до фронта не доехал. То есть с точки зрения развития событий он может это сделать. Он уже делал, в принципе. Также его нигде не брали, он потом рассказывал, где и как, почему его не взяли. Потому это примерно как мне сейчас попытаться на истребителях полетать. Я точно знаю, что меня не пропустит медицина после плена, но попытаться можно. Потому и здесь та же картина. Зная точно, что это не получится, они могут эту задачу выполнить и начать раскачивать. Но медийные персонажи очень сложно
их в этом смысле, тем более мне комментировать немножко. Это не военный вопрос, он реально медийный. То есть это как раз больше к продюсерам, каким-то людям, которые развивают именно эту информационную тему. Она не военная. Но смотрите, это ведь, ну, как бы фасад, а то, что за ним прячется, это вообще интересно, потому что мы сейчас видим движение врага в районе Угледара, это продвижение в районе Угледара, есть сообщение о том, что есть такой район Дачи, да, в Угледаре, и там вроде бы зашли туда силы атакующие. Есть сообщение, ну, вряд ли оно будет подтверждено, потому что, ну, скажем так, в общем, перерезается трасса от Угледара до Покровска, и там якобы уже ближний бой. Чем он закончится, ну, мы пока не знаем, но сообщение об этом есть. Движение в Угледаре обеспечивают, внимание, не вагнеровцы, а морпехи и определенные там регулярные части. И в этот момент для того, чтобы спадающий тренд вагнеров как-то вот поддержать, туда вот Стрелкова приглашают. Налицо явно изменение политики Российской Федерации, командования и действий, или нет? Ну, про Угледар мы с вами, по-моему, 2 или 3 раза говорили. Это направление прогнозируемое, то, что хотят россияне выполнить. Они хотят через Угледар, Угледар им просто мешает. Они хотят зайти в тыл нашей группировки, которая удерживает фронт в районе Донецка. Это Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, вот этой группировки. Для того, чтобы зайти ей в тыл, надо выйти, то есть надо им оккупировать Угледар и выйти на Покровск и через Курахово. Выйти на Курахово, Курахово прикрывает Марьинскую группировку, а дальше на Покровск, севернее Покровск уже питает и группировку в Авдеевке, в Песках, кстати, ту же Константиновку и Бахмут вместе со Славянском и Краматорском и с Дружковкой. То есть это донецкое направление. Вот эту операцию, мы ее ждали, мы с вами даже несколько раз ее проговаривали. Наступление реальное, которое они могут выполнить. Вот они начали его выполнять. Оно было у них готово к выполнению где-то в районе 6-7 января как раз. Вот, они хотели под прикрытием вот этого перемирия, вроде как перемирия, попытаться передислоцировать войска и начать уже давление на Угледар. Но перемирие не состоялось, потому они чуть затянули на пару недель, вот сейчас начали двигаться. Реальное движение прикрывается, но оно прикрывалось еще и движением россиян в районе Запорожского фронта, Орехов. На Орехово они начали двигаться, хотели растянуть наши войска, то есть оттянуть часть войск из Донецкого фронта на прикрытие, рассказывая, ну, это было в чистом виде ИПСО, в генеральном наступлении на Орехов разгадали быстро, поняли, что, ну, мы прекрасно знаем, что они собирались все-таки двигаться в сторону Угледара, потому сейчас бои в районе Угледара идут. Реально они подошли к самому городу. Дачи, как у любого города, городка такого уровня, есть определенный частный сектор, так называемый. Это не черта города, это частный сектор, иногда за городом. А он есть и в Солидаре, он есть и в Бахмуте, то есть в любом городе такого рода. Вот они в него заходят, как-то пытаются забазироваться, наши войска, естественно, артиллерия начинает по ним работать. Связь между Угледаром и Покровском, это основная линия, однозначно есть. Если будет какая-то угроза, допустим, окружения угледарской группировки, то она или отойдет ближе к Курахово, ближе к Курахово, просто выйдет из окружения, либо наоборот уничтожит эти щупальца, которые они сейчас вокруг Угледара хотят, как минимум, примерно та же картина, как и в районе Солидара и Бахмута, также обнять Угледар с запада и востока. Контролируемая ситуация, и украинские войска там довольно-таки устойчиво себя чувствуют в районе Угледара. Сейчас идут бои, мы заняли правильное там положение, там есть в Угледаре определенные там шахты, есть фабрики, которые выполняют задачу по обеспечению шахт. Промзона довольно-таки такая серьезная, мощная. Вот мы эту промку сейчас удерживаем. Ну, а дачи, естественно, частные секторы. Можно определить, как мы взяли дачи, но
дальше продвижение не идет, как минимум. Управляемая ситуация, проблем там больших не видно. Но видно наступательный прорыв россиян именно в районе Угледара, так как туда подключилась авиация. То есть количество авиации, которое используется в районе Угледара, ну, в разы больше, чем количество авиации, которое использовалось в районе Орехова, недавно под Запорожьем, даже то количество авиации, которое сейчас используется в районе того же Бахмута. То есть именно вся авиация, особенно армейская, К-52, именно они направлены в Угледар, они базируются в Мариуполе, там на аэродроме, и они там до Угледара чуть больше сотни километров с этого аэродрома, вот они ходят туда, выполняют боевые задания. Мы уже несколько бортов приземлили. В один день, по-моему, 3 К-52 отминусовали. То есть есть развитие. А если говорить об общей ситуации, которая, если это для армии российской каким-то поворотным моментом, ну, я бы не сказал. Видно включение в режим работы уже Герасимова, да. Он затирает частные компании, они ему просто не нужны, потому что ни один военный вообще не понимает, как частными компаниями можно выполнять боевые задачи, тем более такого уровня генерала, как типа Герасимова. То есть это не точечные. Частная компания может выполнять какие-то точечные задачи, допустим, выйти на соляную шахту, выйти на алмазную шахту, занять круговую оборону, выполнить штурмовую задачу точечного плана, но не масштабную, не масштабированную на 1000 километров фронта. Здесь уже, конечно, только регулярная армия, потому Герасимов затирает этот вопрос, связанный с ЧВК «Вагнер», и не только с ЧВК «Вагнер», со всеми ЧВК как таковыми. Сейчас мы будем видеть в основном действия линейных частей Российской Федерации. Район Угледара, 155-я, это бригада морской пехоты, это Владивосток, это те, которые месяц назад, по-моему, весь интернет оборвали, что у них на украинские войска на пальчик наступили, там, по-моему, 1 батальон на тот свет отправили. Ну, то есть вот общая диспозиция по Министерству обороны Российской Федерации. Да-да, именно с Дальнего Востока распространялось видео, что свои же поймали, когда там хотели там надругаться над женщиной местной на оккупированной территории, за нее уступились мужчины, в общем, они всех положили, и своя же там так называемая военная прокуратура допрашивала этого товарища, который вот там оказался с Дальнего Востока, и в общем, дурели там на оккупированной территории, но закончить я хочу не этим. Всех призываю подписываться, писать комментарии, как вы оцениваете вот такой разбор ситуации, разбор дня с Романом. Напишите, что вы думаете. Мы для этого, собственно, и встречаемся, и работаем, чтобы вы тоже могли высказаться и отреагировать на сводки. У меня есть еще один вопрос, которым мы касались, и неоднократно касались в наших с вами встречах, но он, кажется, выходит на совершенно другой уровень. И поэтому я себе позволю вот такую, достаточно жесткую формулировку. Роман, то, что происходит в Одессе, в других городах, в разных местах, да и по Киеву, и по разным районам есть сообщения о такой массовой мобилизации в Украине. Причем в отдельных случаях это доходит до, не то чтобы там идиотизма, но до достаточно серьезных таких правонарушений со стороны тех, кто мобилизует. Я вот так подбираю слова, потому что, наверняка, собственно, все видели видео, где закручивают там человека молодого, засовывают в полицейскую машину, вот повестку так вручают, да, и там везут в центры комплектования на разном транспорте. Я всегда думаю, мы же с вами неоднократно встречались и говорили, вот, а что это будет за солдат? То есть, это же его там отправят куда-то там поучиться, да, какой-то месяц-два, в зависимости от того, кто это, какая подготовка, какая специальность. Потом дадут в руки автомат, потом куда-то как бы отправят. Или там посадят за какую-то технику, и он будет выполнять задачи после того, как его туда доправили. Я вот постоянно об этом думаю. Но еще одна мысль, которая тоже на более глобальном уровне бродит и такая вот зарождается и уже, наверное, витает, это что ж за потери вооруженных сил Украины такие, что в таком авральном темпе вот даже через силу забирают в открытых публичных местах
ну не то что кого попало, но достаточно без предварительного разбора. Прокомментируйте эту ситуацию, пожалуйста. Это не из-за потерь такого рода действий сейчас выполняются массовая, будем так сказать, мобилизация, как ее сложно назвать, определить. Это из-за системной ошибки власти. Вся власть, которая была и сейчас, которая есть, она не выполняла свои прямые функциональные обязанности. Это касается и военного, и политического руководства, в том числе военно-политического руководства, если считать президента и верховным главнокомандующим одномоментно. Не выполнили как минимум 3 президента свои служебные обязанности. Ни Турчинов, ни Порошенко, ни Зеленский не ввели военное положение, понимая, что на территории Украины находятся оккупанты. Российские войска находятся на территории Украины с 2014 года. С 2014 года не было введено военное положение, пока не уже началось полномасштабное вторжение в начале прошлого года. Это основная системная ошибка, так как армия не была переведена из режима мирного времени в режим военного времени в течение всех этих 8 лет. То, что были вот эти зоны придуманные, но это не конституционный момент. Здесь еще, я думаю, очень много будет вопросов к тому, кто их придумывал. Армия не может использоваться в мирное время в боевом режиме, а использовалась 8 лет. Потому это системная, либо это ошибка, либо это непрофессионализм или преступная халатность, которая в конце концов привела к десяткам тысяч жертв среди мирного населения. Есть цифры в районе 100 тысяч человек. Именно вот это действие, не введение военного положения, не подготовка армии к ведению боевых действий. То, что армия готовилась и проходила определенное военное слаживание на поле боя в 400 километров Донецкого фронта, это как раз больше беда армии, чем заслуга. То есть не в режиме военного времени проводили определенные мероприятия. Но, тем не менее, сейчас, на данный момент, из-за этой основной системной ошибки, то, что не уделялось достаточное внимание армии, не было введено военное положение, не была армия развернута профессионалами до уровня выполнения боевых задач, не там 60 тысяч человек, а, допустим, 600 тысяч человек, как минимум 400, хотя бы 1% от общего количества украинцев, мы могли бы себе позволить 400 тысяч профессиональных военных. Тогда не надо было бы сейчас набирать. Потому вот это вот набор, который происходит последний год, я как профессионал, как летчик-инструктор, я учил всю свою жизнь, учил летать на истребителях и на вертолетах. То есть я прекрасно понимаю, что 1 человек из 1000 может летать, 1 человек из 100 может воевать, а 99, если дать ему в руки автомат, вы просто их убьете. Мы это видели, когда погибли очень много людей, которые кидались на танки с помощью коктейлей Молотова. То есть это надо быть таким идиотом, чтобы с телевизоров рассказывать про коктейли Молотова и рассказывать, как на танк идти. Это все равно, что с голой задницей на ежика. Погибли очень много людей. То есть вот этот непрофессионализм власти привел к тому, что сейчас, на данный момент, вот уже из-за безысходности приходится выполнять такого рода непопулярные действия. Даже сейчас это системная ошибка. То есть сейчас действительно надо пополнить определенное количество войск, но это не из-за потерь, это из-за того, что мы получаем сейчас очень большое количество вооружений, нам приходится отправлять очень много военнослужащих на переподготовку, на его прием и дальше на введение его в действие. То есть это основная причина определенного недостатка военнослужащих в войсках, плюс все-таки войска уже почти год воюют, их надо ротировать. Так вот, даже сейчас системная ошибка, не так ее надо было решать. Раз уже вступили в эту лужу навоза, так сказать, по своей дурости, так уже сейчас можно было бы принять правильное решение. У нас около 1 миллиона силовиков, которые могут обращаться с оружием, знают, что такое приказы, если просто объяснить, знают, как ходить строем. По крайней мере, это силовики, это Министерство внутренних дел, это куча
организаций охранных, тех же судейских, прокурорских, это прокурорские работники, следователи, это люди, около 1 миллиона человек, госслужащих, которые всю свою жизнь получают деньги от государства. Вот они сейчас должны заменять наших ребят на передке. А вот то, что происходит сейчас, ну, это еще одно вступление в эту же самую кучу навоза. Там увеличит количество смертей на фронте, но не решит проблему реально. Да. Я бы сейчас сделал, я просто призвал бы этот вот силовиков, внутренних силовиков, полицию, ну, вы поняли, о чем я говорю, то есть тех госслужащих, которые мотивированы, которые могут обращаться с оружием. Их надо сейчас призывать, а не ловить людей по улицам. Роман Цветан, спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся.